Всем привет. Точнее, троечкам привет. И напишите мне, троечки, пожалуйста, в комментарии, устраивает ли вас такой формат. То есть не по тайм-кодам, не все в одной куче, да, а вот именно для троечек расклад. Итак, какая любовь новая к тебе идет, и давайте начнем наш расклад. Все, что тебе нужно, в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. Итак, троечки. Первые две карты — это сигнификация. Что сейчас в твоей жизни творится, чтобы ты поняла, для тебя этот расклад или нет. А тут даже трактовать не нужно. У тебя, что сейчас в жизни творится, у тебя вот какашки творятся. У тебя, знаешь, такая смесь. С одной стороны, вроде, как сказать, не пусто, да? А с другой стороны, вроде вот такое ощущение, что ты как будто одна. Есть мужчина, есть, с которым у тебя вот легкий формат по шуту. То есть без требований, без планов на будущее, без разговоров, кто мы друг другу. Вы переписываетесь, возможно, перекомпотились уже, посмеялись вместе, друг другу эмоцию дали, напряжение сняли, да? И он к тебе тянется, и ты ему нравишься. Он не делает гадости тебе, он не давит, не грузит, с ним легко. Но именно из-за этого внутри у тебя чешется. Но не в плане физически, да, а вот в мозгах. Ты каждый раз после встречи с ним ловишь мысль: а что это вообще было? В моменте тебе норм, да? Телу тоже хорошо, даже голове легче. Но глубоко внутри садится такая пустота. Ты вот чувствуешь, что для серьезной части тебя это не опора. Ты не можешь на него там в сложный день положиться, да? Не можешь быть уверена, что он там рядом не только тогда, когда ему удобно, и ты это знаешь. И вот это из-за этого у тебя постоянный внутренний разрыв. Ты вроде и не свободна, да? И, потому что кто-то есть, да, но и не в отношениях. Ты, как сказать, вот опять в голове эта картинка, а сказать не знаю как. То есть ты не даешь себе пойти в поиск мужика, потому что, я же не одна, да, и в то же время ты не можешь расслабиться, как вот в паре, да, потому что он не про это. И плюс фоном у тебя еще тема денег и тема заботы о себе. Ты сама себе хозяйка, сама все тянешь, и иногда прям вот ощущаешь, что ты устала. Хочется вот, чтобы кто-то сказал: я с тобой, я рядом, не парься, я помогу. А у тебя рядом человек, который отвечает, вот как сказать, за свою зону комфорта, а не за вас двоих. И ты начинаешь думать, что, может, так тебе и положено, да, самой тянуть быт, самой решать проблемы, а от мужской стороны брать только чувства и компот. Но не до конца в это веришь. Потому что иногда вот накрывает таким ощущением, что ты как будто вот в коридоре, да? То есть, объясню, то есть ты не дома и не на улице, ты в коридоре, в подъезде. Ты живешь, у тебя встречи есть, переписки есть, работа есть, планы есть, вроде жизнь идет. Но вот глубоко внутри такое ощущение, что
как сказать, вот, что вот настоящая история про любовь, она как будто еще не началась. И ты сама себе это не признаешь до конца, чтобы не обесценивать то, что есть. Но твое внутреннее состояние сейчас именно про вот это. То есть про то, что тебе мало, хотя ты делаешь вид, что тебе хорошо. Вот примерно так. Кто этот человек, с которым будет любовь? Ну, этот мужчина, он, знаешь, как сказать, из другого поля. Ну, не так. Не так сказал. Другого поля ягода. Понимаешь? То есть вообще из другой серии. Не из вашего сериала вот этого индийского. И он приходит не на готовое место, нет. А в момент, когда ты сама начинаешь вылезать из вот этого режима «я сама все тяну». Этот человек, у него тоже за плечами, как сказать, не бабочки какали. Ну, тоже не сахар, да? Извините, я иногда забываюсь и вот начинаю рассказывать картинку так, как есть, а картинка, ну, не очень, да? Я про того, с которым у тебя сейчас. Он знает, вот этот другой мужчина, что такое, когда там денег не хватает, да, денег впритык, когда дошираки приходится кушать. Когда надо работать больше, чем хочется, тоже знает. Когда вот, как сказать, как у тебя. Вот давай объективно, да, давай честно. Тебя за спиной никто не страхует. Если чё, этот, который сейчас, он не подстрахует. И вот этот новый, который придет, его тоже никто не страхует. Он сам. Вы два одного поля ягоды, но ты бегаешь на чужое поле. Вот я не знаю, как тебе объяснить, но ты поняла. То есть новый мужчина, он хороший, который сейчас просто чихпыхая в дамках, это вообще говно, извини меня за выражение. И вот этот новый, он не тот, кто родился в мягких условиях. Он знает цену каждой вещи, каждому шагу, каждому там проекту. И у него нет вот этого комплекса вечной жертвы. То есть он не ноет, что там «мне тяжело», «у меня там женщины плохие были». Нет, он так не делает. Он просто делает свою жизнь. У него есть дело свое, в которое он очень вкладывается. Это не обязательно там престижный супербизнес, где 1 миллиард долларов в месяц получать. Нет, но это что-то, что он вот руками строит, шаг за шагом. И вот по своей теме он реально профи. Он может даже учить других, может показывать, там, объяснять, вести за собой. И он не бросает начатое. И халтуру не любит. Это я про все, не только про работу. Понимаешь? То есть в отношениях ему важно, чтобы было честно, чтобы было понятно, чтобы не было вот этого чихпыха в дамках, да? Игр не терпит на жалость. И вообще не уважай тех, кто вид делает, а сам ничего не вкладывает. А с тобой его зацепит то, что ты не боишься работы. Не только в прямом смысле, но и вот в эмоциональном, в плане отношений. Ты ведь тоже умеешь тащить. Хоть что тащить. Я имею в виду работа, отношения, неважно. Ты умеешь впрягаться, умеешь рядом быть, когда тяжело. И он это вот увидит. И вот при этом он не хочет девушку, которая все делает за него. Который сейчас, вот который у тебя сейчас, он любит, что ты за него все делаешь, да, ему, как сказать, ему выгодно вот такие взаимоотношения, я это отношениями никак не назову. А новому нужна ровная история, понимаешь? Каждый вкладывает по-настоящему. И он будет тот, кто скажет, а давай мы с тобой по жизни будем вместе плясать. Ну, это образно говоря. То есть, давай делать все вместе. А не вот это вот «мне плохо, спаси меня, у меня писюлькина любовь».
С ним любовь будет не из такой, то, что снесло голову за 3 дня, а потом мы оглянулись и оказались друзьями. Нет, это будет, знаешь, вот как мы вместе делаем жизнь лучше, и от этого нам обоим тепло. И самое главное, он смотрит на будущее широко. Для него нормально думать там на годы вперед, а не только на завтра или то, что там утром будет, когда вы проснетесь. И вот когда он начнет впускать тебя в свои планы, ты это прям сразу почувствуешь. Он не будет ограничиваться вот этими общими фразами, типа «Ой, да, солнышко, тебе достану звезду с неба», вот это всю ерунду. Он прямо обозначит, кто вы друг другу. Я думаю, что объяснять тут даже не нужно. Я вот всю эту картинку, которая у меня в голове, я тебе рассказал. Как вы встретитесь? Не через сайты знакомства и не через вот этого, через общих знакомых. Через ситуацию, где ты сама все перестанешь контролировать. То есть до этого момента ты в отношениях все продумывал, да, где познакомиться, как себя подать, что написать, когда ответить и прочее. А тут все по-другому будет. Ты будешь в состоянии, когда эмоционально чуть-чуть размягчилась. Может, после какого-то там разговора, после фильма немножечко пьяненько, и тебе захочется не компота, не кекса, да, не статуса, а вот просто нормального человеческого тепла. Понимаешь? То есть тебе не захочется телом, тебе захочется душой. И вот на этом фоне всплывет возможность, от которой ты обычно бы отмахнулась. Это посиделки, мини-вечеринка, встреча по интересам, куда ты давно собиралась, либо, как сказать, не сильно большое празднование. То есть немного народа. И ты на эту встречу согласишься, причем легко. Мысли будут, вдруг кого-то там встречу. Примерно вот так. Просто потому, что внутри станет чуть свободнее и потянет тебя выйти из вот этого привычного круга вот с этим, который сейчас. И там ты будешь не в роли крутой, собранной и вся такая бизнес-вумен и так далее, а вот в более мягком состоянии. Позволишь себе быть добрее к людям, улыбаться не через маску свою. И вот он отреагирует именно на это. И у вас, будет, какой-то простой контакт. Типа шутка или фраза вот такая нечаянно выброшенная, да? Диалог короткий. Без залета вот с этим флиртом, без игры в кошки-мышки. Нет, пойдет живой интерес. Понимаешь, человеческий интерес, а не писюлькин, понимаешь? Не к твоему телу, а к тому, какая ты. И дальше начнется тот самый разворот сюжета. Обстоятельства, они подкидывать вам будут, поводы пересекаться. И он окажется связан с тем же делом, в которое ты захочешь влезть. Понимаешь? И на каждом вот таком пересечении он будет проявляться чуть ближе. У вас не быстрая история, нет. У вас это растянется. То он поможет без лишних слов, то там спросит тебя, как чего надо, по своим каким-то. Понимаешь? И в какой-то момент ты просто поймаешь себя на том, что ты отреагируешь, на его сообщения, на его звонки совсем по-другому. Не как на фон, не как на очередной друг, да, а как на человека, с которым тебе реально легче жить, беседовать, разговаривать тебе будет с ним интересней, чем с этим. И это все запустится именно с того момента, когда ты позволишь себе расслабиться. И на один раз не считать, что кому-то кто-то что-то должен. Или кому кто сколько написал. У вас затянется,
затянется. Ну, в смысле, начнется хорошие отношения. Тут мне сказать больше нечего. Обязательно подписывайся на канал, приходи в проживание арканов. Оно тебе точно нужно. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И помни, что я всегда рядом.